Привет. Привет, привет. Ту-ту-ту. Как дела? Как у вас дела? В столь холодную, печальную погоду. Аж стрелку размазала, блин. У нас не дождь, у нас как-то пасмурно. На самом деле прохладно, что я бы одела уже синтепоновую куртку. Мишаня приедет в конце сентября. Кофточку. Посмотрите, у меня на странице я ссылку оставляла вот буквально там, короче, 2 поста назад, по-моему. Я оставляла ссылку. Жду я сейчас Бублика. Мы с ним ездим туда-сюда по делам. Реснички, да, наверное, 3D. Привет. Улан-Удэ. В Улан-Удэ ни разу не была. Много кушаешь за день? Ну, раз кушаю точно. Всегда по-разному. Иногда вообще не кушаю. Пью кофе. Владивосток тоже привет. С Глебом хорошие отношения. И Белгороду привет. Давайте, ребят, что вам рассказать интересненького? Пока вот жду я тут человека. Живете в выигранной квартире? Нет, не живу. Она же у меня без ремонта. Обещали сделать ремонт, но потом сказали, что делать не будут сотрудники. Короче, с хатой это вообще отдельный разговор, если честно. Привет, и братску привет. Что за недельный челлендж? Я вообще ни в одном челлендже не участвовала. Может, я отстала от жизни как-то? Или что? Тамбов, привет, и Тамбов, привет. На Дом 2. Нет, ребят, на Дом 2 не хочу вообще. Не хочу никак с ними контачить. Ну, в смысле, ни на какие шоу не ходить. Вообще абсолютно никак. Про квартиру, а что именно про Кидалова? Ну, как бы квартира же есть по факту у меня. Просто она без ремонта, вообще просто халупа. С бетонными стенами. Плюс еще и долг 800 тысяч рублей почти. Как бы на меня повесился за эту квартиру. Вот такие пирожки. Я не грустненькая, просто погода такая у нас темноватая, блин, и это сонная немного. Привет, и братску привет. Губы подкалываю, ну да, наверное, раз в год. Что за долг, что за долг? Ну, я не знаю, это, короче, какой-то налог, но налог не на недвижимость, не на имущество, а налог на доход. Якобы я такой большой, ну там, денежная сумма. Якобы я эти деньги в том году получила на руки и должна, короче, отслюнявить налог теперь.
Хотя этого не должно быть. Ни у одного победителя не было никаких налогов и не было никаких таких проблем с квартирами. Там очень большая сумма. Ну, почти, там 700, почти 750 тысяч рублей. Вот. И ее нужно платить вот до декабря вот этого. То есть пару месяцев осталось намотать почти лям. И отдать за хату, которая вообще никакая, просто бетонная коробка. В ней нельзя жить, там еще надо, туда еще надо лям, наверное, вкинуть, чтобы ремонт сделать более-менее нормальный. Который тоже они должны были делать, но сказали, что у нас денег нет. Денег нет. Денег просто так мы не даем. Ну, как бы, я и не приходила там денег просить, знаете, просто вопрос как-то надо решать. Подари ее Рапунцелям, а то не достали. Ну, Рапунцели, если выиграют, я надеюсь, что у них все нормально будет. Ну, нормальная квартира, без проблем, без налогов, там всяких вот этих непонятные суммы. Я надеюсь, что у них будет все хорошо. Да, и сейчас я снимаю жилье уже 2 года. Пиво, тортик. Тортик не, мать, я уже сегодня 2 куска пиццы съела. Я уже лимит свой выполнила. А пиво можно. Получается, это ты не выиграла, а покупаешь ее сама себе. Ну, получается, да, типа того, что, грубо говоря, я ее сама себе купила, просто раздроту какую-то. Вот. Которая, в принципе, жить никак. Ну, на данный момент там невозможно жить. Оль, не переживай, за 2 миллиона квартира в Москве тоже неплохо. Так, а дело это не в том, что сколько там, что я как-то переживаю. Ну, просто этого не должно было быть. У всех участников все нормально с квартирами, а у меня, видите, как бы вроде как тоже все было нормально, все обещали, что будет вообще без косячков, а в итоге сказали, денег нет. Но вы держитесь. Реально стоимость этой квартиры, я думаю, не больше 2 миллионов однозначно. Потому что она, во-первых, маленькая, во-вторых, она, простите, в жопе мира. Это Зеленоград, да, это далековато. Она без ремонта, она вообще абсолютно без ничего, там даже стен нет. Там надо возводить стены, там вот это вот все, блядь, заливать, там равнять, ну, короче, пипец. Я думаю, реальная стоимость ей, ну, лям 700, лям 800, наверное, тем более еще и в строящемся доме она еще дешевле была. Ну, дело-то вообще уже не в этом. У меня, да, гель-лак. Вчера ходила на маникюрчик, вот, смотрите, матовые сделала, красивые. Бровки делала у Катюши. Давно уже как-то тоже ссылку на нее кидала. Екатерина Сердюк, можете забить в Инстаграме. Она вообще крутые брови делает. Будешь платить налог? Нет. А за что платить? За вот эту вот, блин, коробку бетонную? Еще и 800 тысяч заплатить? Да ну нафиг. Ладно, там хата нормальная была, уж ладно, я понимаю. При любых раскладах, если бы не было вариантов, да, квартира в Москве, как бы, ну, придется заплатить. Но вот за вот это вот платить почти лям, да нафиг оно мне надо. А если не заплатить, то, ну, будет пипец. Кто-то уже ржет, что, короче, меня посадят как жесткого неплательщика налогов. И будут мне сухари сушить. Питеру привет!
Почему в новом конкурсе есть деньги хаты раздавать? Ну, я не знаю. А зачем? Ну, конечно, они сейчас и будут мне говорить, что денег нет. А это было просто 2 года назад. 2 года назад, блин, я выиграла хату по всем вообще условиям телепроекта, понимаете? Прошло уже 2 года, и нахер им надо там что-то еще, бюджет там свой кропалить, знаете, там на ремонт, на налог, еще на что-то. Ну, они как бы оттягивают этот момент, что мы попробуем этот вопрос решить, но не факт, что, ну, типа, он решится. Вот такой подарочек, да. Да лучше заплатить и в своем жилье жить. Вы понимаете, что не может прийти такая сумма, почти 800 косарей. За эту квартиру мне налог мог прийти максимум 200. Ну, не 800, 200 бы я заплатила, ладно. Ну, не 800 же. Я что, блин, дочь миллионера? А во-вторых, да, просто бесит тот факт, что у других участников все было нормально. Кто Алианка выигрывала, Кузнецов с Даринкой, там Чуев, блин, до этого сколько народу. У всех все было ништяк, без проблем. Проблемы только у меня. Продать ее сейчас нельзя, она еще у меня не в собственности, она еще в собственности у застройщика. И неизвестно еще, когда они оформят собственность на меня. Ребят, я не знаю, что это за налог. Это какая-то хрень, если честно, вообще непонятная. Мне пришла налог на доход. Якобы я в том году получила такую огромную сумму денег. И должна, ну, короче, налог отдать. Нет, у меня не 35% от выигрыша. Нет, вы чуть, ну, не так понимаете. Они вообще не должны были оформлять. Ну, они не оформили это как выигрыш. А то бы, да, а то бы платила 35%, и там бы не 800 тысяч было, а где-то ляма 2, наверное, налог. Ведущие ничего не говорят. Я с ведущими же никак не общаюсь. Я общаюсь с другими абсолютно людьми, скажем так, с их юристами, там, ну, с какими-то представителями. Они мне говорят, что, ну, короче, они мне ничего не говорят толком такого вот, ну. Говорят, что не факт, что вопрос решится. Может решится вопрос, то есть, может, они помогут с этим, а может и нет. Ну, а так, как бы, были слова, что денег мы не раздаем, ремонт мы не делаем. У Дерябиной свадьба, не знаю, но вроде как, типа, летом должна быть. Спасибо. Жизнь после Глеба, нормальная жизнь. Николаевску на Амуре, привет. Иди к юристу после на ТВ. Ну, это да. Можно, конечно, это все придать огласке. Просто не так все, короче, просто, как кажется. И вот так все просто вам и не объяснить, например. Там очень много подводных камней. Привет, привет. Ту-ту-ту. Вещи. Вещи покупаю в основном через интернет. Ну, там, Инстаграм, какие-то магазины, либо H&M. Я очень H&M люблю. Там бывают прикольные такие. Что не так с квартирой? Ребят, ну, короче, долго объяснять реально. Ну, совпало я чуть-чуть с этой квартирой, еще и денег должна
оказалось за эту хату. Нельзя разглашать. Да, конечно, нельзя разглашать. Ну, как бы я ничего такого и не говорю. Я говорю правду. Я не называю ничьих фамилий. Я там ничего такого не говорю. Я говорю так, как вот у меня случилось. Это мой Инстаграм. Что хочу, то и говорю вообще. Ногти я ношу по месяцу. Ну, 3-4 недели это прям вообще 100%. Второго ребенка нет. Второго ребенка не планирую. Эфир сохраню, конечно. Замуж не вышла. Оля, 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 блин. Что такое? По всем ТВ бей в колокола. Я думаю, так и придется сделать. А еще лучше не к юристам, а в прокуратуру. Ну, потому что на самом деле, я не работаю, у меня маленький ребенок, я не замужем. Еще и 800 тысяч, блядь, за 2 месяца надо найти где-то. Капец. Нет, со свекровью нет, не общаюсь. Квартиру снимаю 31 тысяча в месяц и 30 тысяч сад. Бизнеса нет. Ну, не то что бизнес. У меня есть интернет-магазин корейской косметики в Инстаграме. Так, чуть по чуть торгую. У мужа возьми деньги. У Глеба, что ли? У бывшего мужа. А у него откуда такие деньги? Мы ж не миллионеры. Ладно, их найти, потом их еще отдавать. Вот именно, что их еще и отдавать, так еще и отдавать за что, блин? Абсолютно вообще не за что. Я, конечно, понимаю, что это недвижимость в Москве, но не за такое бабло. Она не однушка, она студия. Коробка, короче, просто. Там еще, там работы в ней еще вообще вагон. Ремонта, стены эти возводить, там вот это все делать, там очень много. Для москвичей 800 тысяч рублей это копейки. Ну, не знаю, там для кого это копейки. Может, для мажоров каких-то, наверное, да, копейки. Ну, я обычный человек. 800 тысяч, это я не знаю. Это пипец, блин, сколько надо их копить, откладывать. Да, это какой-то налог. Но вот дело в том, что я не собираюсь его отдавать. У меня, во-первых, нет бабла его отдавать. Во-вторых, почему я должна его отдавать? Никто, блин, их не отдавал. Ни один участник ничего там не оплачивал. На то он и конкурс был, что ты выигрываешь бесплатно. Ты соблюдаешь условия телепроекта. За тебя голосуют люди, ты выиграешь. А за меня голосовало до хера народу. Просто до хера и больше. Кстати, говорят, что в студии еще и не прописывают. Ну, насчет этого не знаю, если честно. Прописывать, не прописывать. У меня даже с пропиской вообще голова не болит. У меня вот другие проблемы по жизни, блин. За 30 косарей двушка у меня, ну а в основном, да, здесь однушки. Это мне просто повезло за 31 тысячу нормальную двушку найти. Вот. Шефа в ахере. Вообще не говори, прикинь. Налипла, блин. Налипла на бабло. Сейчас
Сейчас я удалю тут одного дебила, блин, с эфира. У меня 11 или 12 татуировок. Ох. Как они комментируют? Да, особо никак. Твой выигрыш заслуженный. Да, ребят, это не налог при дарении у меня. У меня не договор даже дарения. Это вообще абсолютно другая ситуация. Я говорю, так просто не объяснить. Выиграла ли ты заслуженно? Я считаю, заслуженно. А почему нет? Я считаю, вполне заслуженно. Простите, у меня тут камера что-то загрязнилась. Как бы не зря же меня столько народу поддерживало. В Финляндию косметику я могу отправить, но я работаю уж по тарифам почты. Это надо на почте узнать, сколько стоит пересыл. Мне кажется, дороговато будет пересылать. А так хоть куда отправляю. Ждала хер знает сколько эту карту, еще и бабки платить. Вот именно что, обидно. Я ничего для похудения не пью. На дом 2 нет желания вернуться. Спасибо. Косметика с Алиэкспресс? Нет, конечно. Какой Алиэкспресс? У меня косметика от официального поставщика корейского. Полностью вся сертифицированная, оригинальная. Если я живу в Московском, я могу... Да, конечно. Я тоже в Московском, поэтому можно лично встретиться. Я как бы так, если кто-то, девчонки рядом находится, я сама лично приезжаю. Наверное, мстя, что ушла сразу. Не знаю. На самом деле. Я их никак там не кидала, не подставляла. Короче, я там на проекте ничего плохого не сделала. Все условия соблюдала. К косметологу, конечно, хожу. Видите, у меня патч наклеен. Короче, это тоже корейские патчи тут недавно купила. Вот и вот один. Видно? Вот, видите, вот один. И вот второй. Ты, короче, на прыщи клеишь и ходишь с ними. Их как бы особо незаметно. Но прыщики проходят. Косметика, она такая, не дешевая, да. Не дешевая. Она и в закупке дорогая. Потому что все-таки она хорошая. Она хорошая, она реально помогает. И я вот все, что продаю, всем пользуюсь сама. Вообще абсолютно. Конечно, я заказываю там где-то новиночки, потом там себе что-нибудь откладываю, потому что я люблю. Мне все очень нравится. Да, квартиру дали, блин, не так, как надо, не так, как обещали. Мишку жду. Я никуда не еду, я стою, жду бублика. Сын с Глебом. Да есть квартира, конечно, есть, она есть.
Марка телефона у меня Samsung Galaxy Note 8. Да, надо заплатить за хату, надо на свои бабки там сделать ремонт, хотя они, как бы, я выиграла квартиру с отделкой, если вы помните. Кто, кстати, помнит эфир, когда я там в эфире приезжала в Зеленоград, мы там с застройщиком общались, там показывала квартиру. Кто-нибудь помнит этот эфир? Айфон не хочу. Я помню. Ребят, у меня к вам просьба, потому что я этот эфир абсолютно нигде не могу найти в интернете. Его нету просто, понимаете, он исчез. Он испарился. Его то ли удалили, то ли что. Ну вот, может, у кого-то, кто-нибудь, может, эфир сохраняет, я не знаю. Может, у кого-то где-то есть. Потому что скринов с этого эфира до хера и больше. Что я там реально была, показывала квартиру свою. А самого эфира нет, просто интересно, вообще где-нибудь в сети он остался, этот эфир. У меня второй, это не мои айфоны. Айфоны все у Жени, ну, у Бублика. Я только Samsung. За какое он число? Блин, я не помню. Да, мне надо посмотреть в Инстаграме, пост у меня был, когда я туда ездила снимать в Зеленоград. Но это был ноябрь, точно, ноябрь, год назад. 24 ноября, по-моему, это было. Так же, как и у Чуя, у него тоже эфир с отделкой был. Угу. Я показывала квартиру, которая типа у меня такая должна была быть, с ремонтом, с красивым, с отделком. Ну а по факту я как не съезжу в Зеленоград, поснимаю сторис своей квартиры, которую я получила. Посмотрите. Сын с Глебом. Сын с Глебом скоро приедет. Тачка у меня Hyundai. Потом как-нибудь, если поеду в Зеленоград, там доки отвозить или еще что-нибудь. Покажу вам квартирку. А что скрывать-то? Что такого? Покажу, как есть. Как они объясняют причину, почему нет ремонта? Они мне сказали, что ремонт делает этот собственник. Я говорю, а вы же обещали ремонт сделать. Нет, у нас в бюджете денег нет на ремонт, сказали мне вот так. Ну, как бы у всех, опять же, с ремонтом все было, все ништяк, а у меня просто голые стены. Еще и с долгом. Да всем, ребят, давали с ремонтом нормальные квартиры, обычные квартиры с отделкой. Да что это за эти? Что за люди какие-то непонятные мне тут пишут? Это что такое вообще? Вы видите эти какие-то знаки? Вот они пишут, какие-то знаки у меня тут вообще, блядь, непонятные. Сейчас я их всех поудаляю. Ну, хотя бы стену что-то отдали, пофиг на ремонт.
А что это за ссылки? Это кто вообще? Что они мне тут пишут? Я их уже палец устал удалять. Что это такое? Нет, хотя бы стена, ну, что обещали, ну, я считаю так, как говорили, как было, так и должно быть, а не просто, что говорили одно, а по факту вот тебе на. Что за ссылки? Откуда столько этих людей? Это кто, боты какие-то или что? Я их блокирую. Это не вирус? Гераскин звонит. Гераскин, я в прямом эфире. Простите, я не могу ответить на ваш звонок. Ну, короче, они, смотрите, они мне весь эфир подосрали своими ссылками. Это что такое? Я всех блокирую. Где клубничка? Да блин, это кто вообще? Что за хрень? Я уже начинаю бояться. Их очень много реально. Это что такое? Я вот всех сижу и блокирую. Дом 2 против... Вы думаете, это они? А вы тоже можете их блочить, да? Посмотрите, откуда они вообще посыпались. Это что такое? Да, можно спросить. Сына зовут Михаил. Выйди и зайди заново. Да ладно, что выходить-то? Это коллекторы? Да нет, это вообще страницы фейковые, я же вижу, что это прям фейковые страницы. А что такое Момо? А за губки что рассказать? Я у Адельки делаю. Доктор Адель, она прописана в Инстаграме. Делаю у Адельки. Вот эту вот этот контур. Чтоб четко подбородочек. И губы. И лобик. А что такое Момо, ребят? Привет, говорю, ветер. Привет. У нас не дождь, у нас просто пасмурно. Мне 25 лет. Момо это ужастик. Блин, ну если это ужастик, я даже не буду заходить, смотреть. Я потому что боюсь их всяких. Ребят, по поводу, скажем так, телепроекта я не могу рассказывать, сколько там кому платят и все такое. Там есть рекламные деньги и все. Юляхи, привет. Момо китайский ужастик, который пугает людей. Блин, это что? Сейчас придет Бублик, я ему скажу, загугли, что такое Момо.
И вот он загуглит, я посмотрю так краем глазика. Лучше Момо не видеть. А он что, очень страшный прям? Ты что, совсем писюхаешь? Да, ребят, это же не... Это гиалуроночка, это полезные витаминные коктейльчики, которые колятся в лицо. Мелкие морщинки убирают, питают очень кожу хорошо, увлажняют. Так, про ресницы. Аж глаз зачесался. По-моему, у меня длина 14, по-моему. А изгиб дэшка. Момо это хакер. Момо это ужастик или Момо это хакер? Чурбаны. Я в Москве. Короче, вы меня прям заинтриговали с этим Момо. Я отвечаю, сейчас придет Женя, я ему скажу, загугли. Момо это синоним синего кита. Оно, да, я знаю оно. Откуда морщины в 25-30 лет, а я с радостью расскажу. Есть кожа, скажем так, подвержена преждевременному старению. Вот это у меня такая. То есть она чуть-чуть вот, короче, такая дряхлая, вот она все, ну понятно, да, вот такая вот. Плюс у меня очень сильно работает мимика, там улыбка, видите, все, морщины пошли под глазами, вот эти, вот лоб, вот это вот. И если не следить за мимикой, морщины становятся очень глубокие. И если я сейчас не начну с ними ухаживать, то в 40 у меня будет вот это лицо, как жопа Шарпея. Вот. Оль, ты что веришь в этот год? Это как синий кит, он всем пишет и пугает. Я очень наивная, блин. Меня так легко надурить, реально. И все ржут, главное. Они все ржут надо мной, веселятся. Фу, опять вот какие-то эти извращенцы тут в эфир ко мне зашли, извращуги жесткие. Все смеются. Все, давайте закроем, пожалуйста, тему про Момо. Кошмар, блин. А то он же мне сегодня ночью снится будет, я же не усну. Нет, мне Момо не писал, слава богу. Это просто сейчас что-то речь зашла, и тут ребята стали писать про Момо. Я и спросила, а кто такой Момо? Вот ногти. Матовые, красивые. Тебе нужно поправиться, чтобы не было морщин. Ну, вы представляете, если я поправлюсь, какая у меня шанишка будет? Огромная вообще. Значит, я очкую что-то колоть, а не надо очковать, ну не колите там ботоксы всякие, вот это вот жестко. Колите гиалуроночку. Гиалуронка это очень полезно. Почему у нас практически все крема идут в составе с гиалуроновой кислотой?
Потому что это очень полезный компонент. Нет, матовые вообще не пачкаются у меня. А что такое бобо? Это серебро у меня и белое золото. Крем для рук, кстати, никакой в последнее время не использую. Блин, ну что? Да и ботокс не страшно, понятное дело, но если боятся люди там что-то колоть, можно начать с гиалуронки, всякие там мезококтейльчики прикольные, там же много витаминок можно в себя вколоть. Мишку, конечно, видела, мне Глеб постоянно скидывает видюхи каждый день разные с ним, они такие прикольные. Да что у меня опять с телефоном? Бублик автоинструктор. Стоматолога? Нет, не боюсь. Вот, кстати, кому нужен хороший стоматолог, в инстаграме прописан доктор Родионова. Очень крутой. Я буквально 2 дня назад ходила, делала себе пломбу, меняла. Отлично. Безболезненно вообще. Супер быстро. Так что зубы только у нее буду лечить. Ну, мне еще надо... Эти, короче, полезли зубы мудрости. И сказали, что их надо удалять. Вот я к ней пойду. Потому что не айфон. Да ну вас с вашими айфонами. А что с лицом? Нет, Гуччи не оригинал. Не слышно? Мишка спит, да. Днем всегда, простите, днем всегда спит. Почему Миша не у меня? Потому что Миша поехал в отпуск с отцом. Ну, с Глебом, то бишь. Как перестать бояться водить? Ну, как бы со временем, с опытом. Губу верхнюю перекосила. Не так больно будет. Да, они как бы пролазят, трындец. Я думала, на стену полезу, когда лез нижний, это вообще жесть. И вот верхние, они все как-то вылезли не туда, куда надо, куда-то в щеку, блин. Щека болит. На Лану Дель Рей похожа. Кстати, мне столько много народу говорит, что я на Лану похожа, что мне еще надо носик просто как у нее сделать, вот такой вот тоненький. И все. На садоводе постоянно фото ваши в одежде. У них подделка или вы там одеваетесь? Нет, я на садоводе вообще ничего не брала. Нет, я там была. Ну, кстати, вот все магазины в Инстаграме, которые есть, что, думаете, там какие-то оригиналы супер крутые? Там точно так же с садовода. Дофига и больше вещей.
Есть, конечно, хорошие магазины в интернете, я не спорю, где там качественные вещи. Есть китайское говно. Ну и на Садоводе точно так же есть китайское говно, а есть нормального качества вещи. Просто я не знаю, кто это вот. Это очень модные люди, которые говорят: фу, ты что там на Садоводе одеваешься, что ли? Типа это, знаете... Ой, Бублик. Сейчас я спрошу у него. Бу, загугли, пожалуйста, кое-что. Что? Напиши, что такое момо? Диски, что ли? Нет, не диски. Просто загугли, напиши, что такое китайский момо. А это мы тут с подписчиками общаемся, что кто такой момо. Сейчас он будет гуглить. Ребят, подождите. Подождите. Что такое момо, да? Блюдо из теста с начин. А, вот это что? Это фигня. Да, я им покажу. Да, я телефон. Это вот это момо, ребят? А, момо. Вирус, он не существует уже, пишут. Ладно, что? Это просто фейки. Короче, слава богу, что он ко мне не придет, этот момо. Вот и все. Дима звонил, я говорю: сорян, я в прямом эфире, поэтому... Я не знаю, что он не видит, что ли, что я в прямом эфире. Да, Серег. Оно уже не существует. Ну, слава богу. Да, все, оставил. Да, две. Ким и Ким. Ламинирование Серег, ну пробовала. там смотри, я по 500 рублей за них отдаю, смотри сам. Да по рублю нормально хватит. Аня Кузьминская, привет. Че? Да, нет, что ты, успокойся, блин, нормально, по рублю хватит. Давай, хорошо, да? Да не за что. Так, Ну, без проблем, конечно, вопрос, обращайся. Ага, давай, Серег. Это та, что с Я тебе дома смс 2. чекану. Это Ага, та. давай, Серег. Валерий, привет. Короче, потому что я пока в эфире была, у меня началось нашествие этих каких-то вирусных. Алло, Паш, приветик. Опять по телефону болтает. Так, Вихрева нормально, Морозов вроде тоже нормально, потому что никто не отзванивался. Если бы что-то было не так, уже давно звонили бы. Название косметики. Зайдите у меня на моей странице. Да, шапка Вихрева по профиля. стандарту. Маш, единственное, блин, я забыл, когда Это мой магазин. Смотри, в Люберцах сказали приезжать аж 17-го, что ли, числа, или 18-го. Может быть, уточнишь? Какой секрет? Будешь сюда через неделю отправляют. Какой секрет? Хорошо. Все. Угу. Да, хорошо, пожалуй. Да, хорошо. А что про Глеба отвечать? Мы в разводе 2 года уже. Так, скорее всего, да. Сейчас я только вспомню, кто меня просил. Давай. Да. Покумекаю и наберу. Угу. Фамилия Ветер у меня. Губы. Доктор Адель тоже в Инстаграме так и прописано. Доктор Адель. Мы в разводе, ребят, 2 года уже. Вы кто? Момо. Ой, что так долго? Сад, конечно, оплачиваю. За место надо платить в любом случае. Кто с тобой рядом? Человек, который не показывает своего лица.
Короче, на счет 3 показываю. Раз, два. Да ладно, шучу. Да Бублик со мной рядом. Бублику привет из Тулы. Опять Екатерина Тула 111. Это точно твоя жена? Помнишь, мы тульские пряники привезли? Да. Вот, Это она передала их? конечно. Ничего себе. Екатерина Тула, как только слышит упоминание Бублика в моем инстаграме, сразу Бублику с Тулы привет. Я поебана стариком Бублика наваливаю. Это и она там в машине. Ну да, я ж по жизни в машине выхожу в эти эфиры. Да я стебусь же тоже, конечно, я все понимаю. Он может помочь поменять права? Может, ребят. Он все может, что касаемо прав, не прав, он может все. Поэтому Блядь, летчик. сейчас будет мини-реклама. Если у вас есть какие-то проблемы с правами, Хороший. с получением, еще что-то. Ну, короче, вы поняли. Если что, пишите мне в директ. Он был женат? Не был. Не был он женат. Я хохол, он пишет. Кто хохол? Права поменять. Нацобмен с враждебным государством. Нацобмен не придет ответ, короче, с враждебным государством. Ну, какие-то такие правила сейчас. Какие планы сегодня? Никаких. Тульские пряники вообще огонь. Я это с чаечком. Печатный пряник какой-то с яблоком и с корицей ела. Вот он вообще крутой. А Димана нет, ну потому что я говорю, он дрыхнет. А? Здесь. А тебе надо оставить? Сейчас переговорить, а потом снова скажу. Ок, спасибо. А сколько стоит купить права? Я не сдавать. Ребят, с такими вопросами ко мне в директ. Симферополь? Нет, конечно. Покажи Женю. А где он? Здорово. Не, ребят, у меня пряников тульских, ну, сколько у меня еще, по-моему, 4 пряника осталось дома. Ну, я же редко-редко сладкое ем, а тут что-то, я помню, так захотелось, я вспомнила, что Бублик мне привозил тульский пряник. Я думаю, прям по кайфу с чайком. Да, это Бублик. Буду знать своих людей. Красноярску привет. Руки вверх, то вообще обожаю. Любовь. А это, куда едем? Да мы так, туда-сюда по делам катались. Что-то там мне шлют. Так, ладно. Бублик курит. Я пить хочу, блин. Ни одного магазина рядом нет. Прохладная, ребят, погода. Сколько градусов? Не знаю. Короче, мне холодно. Мне уже вот в такой кофте холодно. Я хочу уже курточку.
Мой муж делает ремонт, тебе только не расстраивайся. Да там пипец, блин. H&M курьером это, да, доставляют. И возврат, конечно, тоже у них есть. Бублик хорошо относится к Дерябиной? Ну да. Так, а что с ремонтом? Ничего. Не делают ремонт. Сказали, денег нет. Можешь позволить себе нажраться на ночь конфет? Вы чё, ребят? Нет. Во-первых, я конфетки не очень. Мне проще на ночь нажраться, там, я не знаю, курицы жареной, нежели конфет. Я больше мяско люблю. Ну, вот курочку люблю именно. Саня с Крис вместе уже 3 года, получается. Да, 3. Не, я сейчас в тачке Бублика. После 18 не ешь. Ну, не всегда, опять же. Бывает и ем, бывает и не ем. Ну, короче, как таковой, ну, диеты я сейчас не придерживаюсь. Сейчас мы в Марьино. Ой, спать. Ногти гелем укрепляешь, да. У меня сами по себе ногти тонковатые. Привет. Короче, ребят, пойду я поищу магазин. Я пить хочу жестко. Лимонадику какого-нибудь. Поищу магаз тут. Завершаю прямой эфир. Сохраняю. Кому интересно, смотрите. Ну да,